Представьте себе крошечный клочок суши, затерянный в бескрайних просторах Тихого океана, за тысячи километров от ближайших обитаемых земель. Вулканический остров, площадью всего 63 квадратных мили, но хранящий одну из самых интригующих загадок человеческой истории. Гигантские каменные статуи, известные как Моаи. Добро пожаловать на остров Пасхи, или, как называли его первые поселенцы, Рапа-Нуи. Место, которое веками завораживало путешественников, ученых и мечтателей. Сегодня мы погрузимся в самую суть этой тайны, исследуя не только факты, но и истории, теории и глубокие вопросы, которые делают остров Пасхи символом человеческой изобретательности и трагедии. Зачем были созданы эти огромные статуи? Кто были их создатели? И что привело к краху их цивилизации? Приготовьтесь, потому что это путешествие в неизведанное, и ответы могут вас удивить. Начнем с самого острова. Рапа-Нуи – одно из самых изолированных мест на Земле. Представьте, ближайший сосед, остров Питкэрн, находится в 1200 милях, а материковая часть Чили, под управлением которой находится остров, в 2300 милях. Добраться туда непросто. 5-часовой перелет из Сантьяго над бесконечными океанскими волнами. Эта удаленность придает Рапа-Нуи особую мистику. Кажется, будто остров существует в своем собственном мире, не подвластный времени, но отмеченный шрамами прошлого. Его вулканическое происхождение создает суровый, почти инопланетный ландшафт с потухшими кратерами, такими как Рана-Рараку, где добывали материал для большинства Моаи. На этом крошечном острове, размером с небольшой город, стоят 887 каменных гигантов, каждый из которых – свидетельство цивилизации, бросившей вызов обстоятельствам. Итак, что такое Моаи? Это не просто статуи. Это монументальные произведения искусства, созданные народом Рапа-Нуи между XIII и XV веками. Увидев их, вы не можете не почувствовать их странную, почти потустороннюю ауру. Длинные носы, широкие подбородки, прямоугольные уши, тяжелые брови и глубоко посаженные глаза, которые будто смотрят вам в душу. Их ноздри загнуты, как рыболовные крючки, деталь, которая кажется странно специфичной и завораживающей. Долгое время люди думали, что Моаи – это только головы, торчащие из земли. Но в 2012 году раскопки раскрыли удивительную правду. У этих голов есть тела. Полноценные возвышающиеся тела, некоторые из которых достигают 10 метров в высоту и весят 90 тонн. Одна незаконченная статуя, если бы ее завершили, могла бы достигать 21 метра и весить почти 300 тонн. Представьте, какая амбициозность требовалась даже для того, чтобы задумать такое. Моаи – это не просто искусство ради искусства. Они несли глубокий символизм. Большинство из них – 834 из 887 – вырезаны из туфа спрессованного вулканического пепла, добытого в карьере Рана-Рараку. Любопытно, что почти все они обращены лицом внутрь острова, спиной к океану, как будто охраняют деревни. Это навело ученых на мысль, что Моаи были защитниками, возможно, воплощением обожествленных предков. Исключение составляет группа статуй на Аху-Акиви, священном месте, где 7 Моаи смотрят на море, возможно, чтобы направлять мореплавателей или отмечать небесные ориентиры. Есть и уникальная статуя – Тукутури, единственная найденная в коленопреклоненной позе. В отличие от суровых стоических Моаи, Тукутури кажется более человечной, меньшего размера, с поднятой головой и вырезанной бородой, возможно, изображающей певца с древнего фестиваля Руи. Она сделана из красного камня Пуна-Пау и выделяется среди остальных. Это напоминает нам, что Рапа-Нуи были не просто камнерезами, они были рассказчиками, вплетавшими свою культуру в каждый удар резца. Но вот где загадка становится еще запутаннее. Как небольшое население перемещало эти массивные статуи по неровной местности острова. Когда европейцы впервые прибыли в 1722 году, они обнаружили лишь от 1500 до 3000 человек. Как так мало людей могли создать и переместить 887 статуй, некоторые из которых весят как пассажирский самолет? Ранние теории были фантастическими. Некоторые даже предполагали вмешательство инопланетян, ссылаясь на потусторонний вид статуй и изоляцию острова. Но правда, как всегда, кроется в человеческой изобретательности.
Камень для статуи добывали на самом острове, в местных вулканах, а не на другой планете. В 1980-х годах археологи, такие как Чарльз Лав, экспериментировали с перемещением 10-тонной копии Моаи, используя только инструменты, доступные Рапа-Нуи – деревянные сани, катки и веревки. Это сработало, но было медленно и трудоемко. Затем в 2012 году команда Карла Липо и Терри Ханта предложила гениальную теорию – Моай шли. Обвязав статуи веревками и раскачивая их из стороны в сторону, группы людей могли перемещать их в вертикальном положении, шаг за шагом. Они испытали это на полноразмерной копии, сдвинув ее на 100 метров. Это согласуется с фольклором Рапа-Нуи, который гласит, что статуи шли с помощью мана, духовной силы. Это не магия, это инженерия, замаскированная под миф. Но остается вопрос, как так мало людей создали столько статуй? Недавние исследования дают неожиданный ответ. В период расцвета Рапа-Нуи могло поддерживать до 17 500 человек. Вулканическая почва острова была плодородной, а жители были мастерами сельского хозяйства, выращивая батат и удобряя поля измельченной вулканической породой. Они также активно питались морепродуктами, добывая рыбу и моллюсков из окружающего океана. Это не была пустыня. Это была процветающая экосистема, тщательно управляемая сложным обществом. Так что цифры сходятся. Население в 1000 человек, работая совместно на протяжении поколений, вполне могло создать эти статуи. Но если они были так успешны, что с ними случилось? Почему их цивилизация исчезла? Долгое время считалось, что причиной был экоцид – поучительная история о разрушении окружающей среды. Говорили, что Рапа-Нуи вырубили леса, чтобы освободить место для сельского хозяйства и транспортировки Моаи. Без деревьев почва выветривалась, урожаи погибали, а голод привел к войнам и даже каннибализму. Это драматичная история, часто используемая как предостережение о человеческой жадности. Но новые исследования рисуют иную картину. Рапа-Нуи не были безрассудными. Они были искусными фермерами, поддерживавшими население веками. Настоящий крах пришел позже, и виной тому были не они. Когда в XVIII веке прибыли европейцы, они принесли разрушение. В XIX веке южноамериканские рейды за рабами уводили половину населения острова. Европейские торговцы завезли болезни, такие как оспа, против которых у Рапа-Нуи не было иммунитета. Принудительные миграции довершили катастрофу. К концу XIX века осталось лишь несколько сотен человек. Моаи, некогда символы силы, стояли в молчании, пока их создатели исчезали. Эта трагедия заставляет нас переосмыслить историю. Рапа-Нуи не были обреченным обществом, разрушившим себя. Они стали жертвами внешних сил. Их культура была почти стерта колониальной алчностью. Но их наследие живо. Моаи все еще стоят, потрепанные временем, но непреклонные, свидетельствуя о народе, превратившем отдаленный остров в полотно для своих мечтаний. Каждая статуя – это история, молитва, связь с предками, которые ориентировались по звездам, чтобы найти это одинокое место. И все же так много вопросов остаются без ответа. Почему они создали столько статуй? Были ли Моаи формой соперничества между кланами, способом показать силу? Или это был духовный ответ на меняющийся мир, мольба о защите, когда ресурсы истощались? Ответы, возможно, скрыты в вулканической почве, ожидая новых открытий. Размышляя об острове Пасхи, мы видим не просто загадку. Это зеркало. Оно показывает нам вершины человеческого творчества и глубины нашей способности к разрушению. Рапа-Нуи создали чудеса, которые до сих пор восхищают нас, но их история напоминает о хрупкости даже самых стойких культур. Так что, когда вы в следующий раз увидите изображение Моаи, не просто смотрите на статую. Увидьте народ, который бросил вызов изоляции, вырезал свои души в камне и, несмотря на невообразимые потери, оставил след в мире, который никогда не исчезнет. Что вы думаете о Моаи? Слышали ли вы другие теории о их назначении или судьбе Рапа-Нуи? Делитесь своими мыслями в комментариях, и если это путешествие в неизведанное вас заворожило, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше историй, раскрывающих тайны нашего мира. Прошлое говорит с нами. Давайте слушать.